Швеция у нас забрала ребенка. Об этом я рассказала на своем канале. Но люди в комментариях очень сильно разделились во мнениях. И я понимаю, это нормально для людей, которые никогда не сталкивались с нашей семьей, с нашим каналом. Впервые попалось это видео. И, конечно же, очень много негатива. Я закрыла комментарии и включила жесткую модерацию. По той причине, что начали оскорблять ребенка. Люди в комментариях начали обвинять Викторию, меня в свой адрес, я не обижаюсь, могу это стерпеть и адекватно отношусь к этому, понимая, что не все знают нашу семью, многие не следили за нами с самого начала, только увидели этот ролик, и по этому ролику судят. Вот, я хочу сказать, что, во-первых, я действительно в видео мало говорю о том, как мы любим наших детей вообще в целом. Я просто рассказывала суть, почему так произошло, именно конкретно это событие, почему ребенка забрали из семьи и какие были причины к тому, чтобы Виктория могла на нас обидеться, что мы ее заставляли там что-то делать больше, чем других, в плане того, что надо было просить ее чаще, больше раз намного, допустим, за собой уход и так далее. Поэтому получилось так, что я акцентировала на этом больше внимания. Но это видео не о том, что мы ненавидим нашу дочь, не о том, что мы ее не любим, и не о том, что она смотрит младших детей. Младших детей мы смотрим сами, наши старшие дети не занимаются младшими детьми. Детьми занимаются родители. И я в этом видео не буду рассказывать о том, как мы сильно любим детей наших. Я расскажу это в другом видео. В этом видео я планирую рассказать о том, почему же я волонтерила и сколько я волонтерила по времени. И как это все происходило. Если вы хотите узнать, как любим мы наших детей, посмотрите наше видео с самого начала. Мы 3 года выкладываем на наш канал, я 3 года выкладываю на наш канал нашу жизнь в эмиграции. Там очень много всего, как мы ехали с Украины, как мы проводим время со своими детьми и так далее. Много чего, конечно, я не рассказывала, каких-то подробностей, но я обязательно об этом расскажу в следующих роликах и обязательно запишу их, потому что... Просто даже пусть они будут, даже для нашей семьи, как видеоблог, как материал о том, как мы жили или как мы живем. Да, мама, если вы хотите... Мама. Не думаю, что нужны какие-то особые доказательства перед аудиторией нашей любви к нашим детям, всем 4. И я вообще, в принципе, не понимаю, как можно разделять детей на любимых и нелюбимых, когда мне говорят один больше, один меньше. Я вообще в целом осуждаю это мнение, что многодетные семьи не дорожат своими детьми так, как те, у кого 1 или 2 детей. Меня это... бесит, если откровенно так говорить. И я не разделяю своих детей, ни младших, ни старших. Они все одинаково ценные. Это не оправдание, это то, как я живу. Мы одинаково со всеми нашими детьми проводим время. Ну, старшие сейчас девочки в силу своего возраста, конечно, больше проводят времени сейчас со своими друзьями, гуляют, а не с нами. Но, тем не менее, с нами они тоже гуляют. И мы общаемся много со своими детьми, и много чего им рассказываем и объясняем. И многие люди, которые говорили, что нужно объяснять детям последствия того, что они будут жаловаться на своих родителей и уйдут в приемную семью, мы это тоже все рассказывали, объясняли, когда приехали в Швецию, когда ехали в Европе, что это не шутки, здесь реагируют на это быстро, и ребенка заберут из семьи. Вот. Это видео было не опубликовано с целью осуждения и обвинения моей дочери в том, что она какая-то там не такая, плохая, недолюбленная там, или какой-то изгой семьи. Это совершенно отрицаю. И не потому, что это приобрело большой резонанс, а потому, что это неправда. И я с этим категорически не согласна. Мы любим всех детей одинаково, ко всем одинаково относятся. Каждый получает карманные деньги по своему возрасту. Младший не так много. Русланчик уже получает некоторые суммы. Но
Привет. Да, спрос с них со всех в силу своего возраста есть с каждого, есть у каждого свои определенные обязанности. Да, кстати, в Швеции это нормально иметь обязанности по дому. Помощь, она должна быть в нормах закона шведского о помощи по дому. И я прикреплю в комментариях эту ссылку на шведский закон. Посмотрите, потому что мне тоже многие пишут, что в Швеции запрещено просить ребенка помогать по дому. Это неправда, неправда. В Швеции это даже поощряется, помощь по дому, но есть нормы. И в Швеции даже поощряется помощь родителям по дому, но есть нормы допустимого. Ребенок определенный возраст и определенный род занятий, которыми он может заниматься по дому. Я это все напишу, посмотрите обязательно в комментариях. Наш ребенок озвучил все в социальной службе, что мы просили ее помогать нам по дому, в каком виде это была помощь. И, в общем-то, социальные службы сами ей об этом сказали, что это есть норма, ничего в этом сверхъестественного, противозаконного нет. И просто поговорили с ребенком, что если ты не хочешь выносить мусор, какую бы ты другую работу посильную твоему возрасту, и перечислили там помыть посуду, подметать, ну, что-то вот такое вот, хотела бы делать вместо того, чтобы выносить мусор. Она сказала мыть полы и мыть посуду. Сразу хочу сказать, что Виктория у нас очень редко моет полы, и в целом дети мои очень редко моют полы. Вот. Посуду моют, да, но не всегда, опять-таки. Почему я сейчас говорю, что я не собираюсь доказывать что-то о нашей любви к детям? Потому что, повторяюсь, что вы можете как минимум зайти на наш канал и посмотреть более ранние видео, где мы всей семьей. И, вы знаете, я думаю, что не скрыть плохого отношения к ребенку, если оно есть. И вы можете просто посмотреть за нашей семьей, да, я уже сказала, что более 3 лет я выкладываю на наш канал видео, наш путь с Украины, как мы ехали, как мы жили в Швеции, какое отношение, какое общение вообще, как у нас в целом в семье, и я всегда говорю правду. Поэтому сейчас я буду говорить не о любви, я не буду оправдываться в этом, и я считаю, что это нормально. А буду говорить о том, почему же я волонтерила. Потому что многие написали, что как так, 4 детей, не хватает времени на детей, но зато она волонтерила. Так вот, 2 года назад я увидела объявление на Фейсбуке. Вы знаете, что в Европе Фейсбук более популярен, чем другие соцсети, поэтому все сообщения, которые мы искали в помощь украинцам или другого рода сообщения, информационные, мы искали их на Фейсбуке. И вот на Фейсбуке в одной группе я увидела, что отдают бесплатно продукты. Я связалась с человеком, сообщение было на шведском языке, связалась с человеком и спросила, могу ли я приехать забрать эти продукты, потому что действительно у нас была ситуация очень тяжелая. На тот момент мы персональный номер еще не получили. На взрослого мы получали пособие от государства по директиве 1600 с чем-то крон. То есть на двоих мы получали примерно 3200 крон с мужем, плюс на детей от 300 и, по-моему, до 800 крон. Я не помню, но я найду эту информацию, я где-то ее здесь... Вот я ее здесь сбоку закреплю, чтобы вы посмотрели, какое это было пособие. Это, по-моему, было 58 евро в месяц на всю семью. Муж работал, но это был период очень сложный. Давид переносил много операций в то время, и у нас почти не было заработка и дохода от работы мужа, потому что он был с детьми, находился, как я уже сказала, а я занималась младшим сыном. Поэтому мы, конечно же, хотели, чтобы наши дети получали хорошее питание. А здесь я познакомилась, получается, с этим человеком. Это женщина, шведка. Она работала в организации Food to Change на тот момент. Вскоре эта организация обанкротилась и закрылась. Но на тот момент она работала в этой организации, и эта работа организации заключается в том, что продукты, которые подходят в сроки годности, с огромных магазинов, в том числе и Костка, ИК и другие магазины, очень большие, очень крупные, где вы сами понимаете, к примеру, Костка, все знают, что это за магазин и какие там могут быть продукты. И ты их можешь получить почти бесплатно. 700 крон за полгода стоило членство.
Сначала я получала очень долгое время бесплатно продукты, я ей объяснила ситуацию, какая у нас, что у нас такие трудности, и она великодушно помогала нашей семье. Потом в дальнейшем обанкротилась Food to Change, эта организация, и эта женщина организовала от своего имени. Так как в Швеции бюрократия серьезная и очень долгий период времени нужно ждать оформления всех документов и так далее, она не могла принимать ни платежи, ничего, но так как люди доставляют этот товар из магазинов в одно какое-то место, и в том месте раздают уже на определенное количество людей, приходящих в определенный день и в определенное время. Это все нужно определенные ресурсы для этого. Счет открыть, естественно, она тоже не могла, потому что в Швеции это не быстро. Вот, нужно подтвердить много чего. И пока происходило это все дело, она раздавала продукты бесплатно. Она это все оплачивала за свой счет. Она не принимала никакие платежи. Я уже раньше сказала, что это 700 крон за полгода, за 6 месяцев. И с того момента, как я начала брать у нее продукты, она мне говорит, допустим, я могу помогать. Она узнала, что я украинка, спрашивала меня очень много про украинцев, живущих в Швеции. Я ей говорю, что да, действительно ситуация очень тяжелая, без персонального номера мы не имеем права ни на льготы, ни на барнбидрах, ни на что остальное, что вы мне пишете в комментариях, что у нас огромные пособия. Ничего этого мы не получали. Как я уже сказала, это примерно сумма, которую наша семья получала многодетная в месяц, это примерно 58 евро, я могу ошибаться, но точную цифру я здесь напишу, вот здесь, вот, чтобы вы видели, посмотрели, как это было по директиве украинцам. Вот. По поводу носа, что вы мне пишете, я постоянно вру, у меня 2 года шла кровь с носа, было хроническое истончение сосудов, вот. Сейчас уже ситуация по приезду в Швецию улучшилась, но все равно периодически есть сухость в носу, и постоянно он у меня чешется, так что пожалуйста, теперь вы знаете об этом, да. В Украине у меня было 2 года, у меня шла кровь носом из-за того, что истончение сосудов и очень сухой воздух и жаркий климат. Вот я вам объяснила все, почему у меня чешется часто нос. Так вот. В общем-то, начала эта женщина приглашать по несколько человек. Она говорит, я могу брать, у меня, допустим, если я смотрю, что у меня продуктов больше, чем я получаю, она еще шведам, шведы в основном, конечно, участвовали сначала в этой организации, до того, как я там появилась, самая первая украинка. Вот. И да, я очень хотела помочь нашим украинцам, особенно людям семейным, с детьми, потому что я сама знаю, как это жить на такое маленькое пособие. Тебе нужно кормить детей. Желательно, конечно, чтобы был разнообразный рацион и все в этом роде. Особенно, когда дети хотят фрукты, еще что-то, фрукты не дешевые. И, конечно, это очень большое подспорье. Вот. Поэтому я начала приглашать украинцев. Сначала 2 семьи, там, потом еще 1 семья, 2 семьи. Там, в общем-то, в какой-то промежуток времени там оказалось 50 семей. На данный момент там около 70 семей украинских в этой организации. Я их туда привела все. Я очень этим горжусь. Я очень рада и счастлива, да, что я все-таки смогла хоть чем-то помочь, в общем-то, семьям с детьми украинцам. По этой причине, как я уже сказала, я дальше закреплю ролик, какие там были продукты, чтобы вы понимали, почему я это делала. Это была очень огромная помощь для нашей семьи. Я там получала и мясо, и фрукты, и молочные продукты, причем они были все в идеальном состоянии. Редко, когда что-то действительно было испорченное, не без этого вы можете даже... Я гуляю со своими детьми, у меня на данный момент 2 малыша, одному 4, а второму 2 года. И это нормально, когда дети кричат за кадром и шумят на детской площадке. Кстати, тоже вы мне писали очень много об этом, что у меня невоспитанные дети. Я считаю, что дети в таком возрасте, да и в принципе в любом возрасте, могут себя вести свободно на детских площадках, могут покричать, пошуметь, и чтобы не делать этого дома. Вот, я отвлеклась немножко от темы, и я скажу, что я получала там даже дорогие продукты, там были и подгузники, там попадалось абсолютно все, что может быть в магазине.
И если говорить о том, что это фу-фу-фу просрочка, то я вам сообщаю, что просто вспомните, неужели вы не знаете ситуации, когда вы покупали в магазине товар, у которого хороший срок годности, приходили домой и понимали, что он испорчен. От этого не застрахован никто, тем более, что магазины ставят крайнюю дату намного раньше, чем продукт, по идее, должен испортиться. Они все себя страхуют, потому что лучше перестраховать себя и выбросить, утилизировать продукт раньше, чем иметь жалобы, суды о том, что человек отравился, продукт испорчен и так далее. Поэтому мы получали очень хорошие продукты. Да, и мое волонтерство заключалось не в том, что я там провожу безразмерное количество времени или еще что-то, а мое волонтерство заключалось в том, что организация и организатор вот этой помощи для украинцев – это шведка, и там все волонтеры были шведы, и все говорили на шведском, и шведы получали каждый смс-ку о том, с каким временем и по какому адресу нужно прийти за продуктами раз в неделю. Иногда было такое, что 2 раза в неделю, и было такое, что очень много продуктов разных из магазинов отдается. И эта организатор, она приглашала по 2 раза в неделю, и было такое, что продукты привозились прямо ко мне в парадную и в соседнюю парадную, ну, подъезд, и украинцы получали не 1 раз в неделю, а больше. Я опубликую, уже я многие видео на своем канале показывала об этом, и я здесь тоже прикреплю, вы посмотрите, почему, конечно, я на это все пошла. Потому что у наших детей была эта еда, благодаря этому было очень много еды, и тот мизер денег, который поступал в нашу семью, и от помощи от государства на пособия, которые мы не имели права, у нас, естественно, не было этой помощи, но как по директиве мы получали, вот, это очень мало, и, конечно, нам лучше было, чтобы вот так вот продукты взять здесь, а деньги, которые поступают по директиве, и у мужа потратить их на что-то другое, на более какие-то важные вещи, которые мы нигде не можем достать, остается их только купить. Сразу же хочу добавить то, что на фоне, я записываю видео на фоне кричащих детей, и да, потому что у меня просто нет другого времени. Я гуляю с детьми, мы гуляем вдвоем с мужем, мои дети находятся под присмотром моего мужа, это абсолютно нормально, один взрослый за ними присматривает, дети не брошены на произвол судьбы. А то, что дети играют и кричат, ну извините, у меня нет другой возможности, и мне важнее погулять со своими детьми. Если вам интересно, посмотрите это видео, я думаю, нормальные, понимающие люди понимают, что это такое быть мамой и заниматься своими детьми. И уже, извините, как у меня получается, так я записываю свои видео. Если, конечно, вы не хотите их смотреть, потому что очень шумно, ну, не смотрите, тогда вас же никто не заставляет. Вот. Потому что все-таки мне важно, чтобы мои дети погуляли, да. Продолжая по теме продуктов, я хочу сказать, что моя задача заключалась в том, чтобы пересылать сразу в одну группу, созданную в Телеграме, сразу же всем участникам украинской диаспоры, я имею в виду, сообщение о том, что в такое-то место, в такое-то время, по такому-то адресу приезжают продукты, фамилии людей, которые должны, украинцы, прийти забирать эти продукты. Потому что многие украинцы как бы вообще не понимали шведский, для них это было очень сложно. И моя задача заключалась в том, что я получаю от организатора сообщение на шведском, перевожу через переводчик и кидаю в эту группу. Ориентирую людей, куда им прийти. Я была просто на телефоне, мне не нужно было никуда дополнительно ездить, там что-то сортировать, ничем таким я не занималась. Вот. Я просто переводила сообщение от организатора, полученное на шведском, переводила на русский язык, бросала в группу, и люди там что-то спрашивали, какие-то вопросы, я это уточняла у организатора. Вот так вот. В этом заключалась моя работа. Да, я волонтерила, но моя работа была вот такая. Благодаря этому моя семья имела очень большое количество очень качественных продуктов, разных, дорогих, орехи, любые, фисташки, там, кедровые орехи,
Я просто прикреплю видео, вы посмотрите. И я считаю, что это нормально, когда ты заботишься о своих детях, ты хочешь, чтобы они не просто сидели впроголодь как-нибудь, да, а если есть такая возможность накормить детей, тем более я ничего стыдного не сделала, это очень хороший вариант. Сейчас, кстати, мы в этой организации уже не участвуем, потому что я учусь на государственной программе, я там принимала участие и забирала продукты больше 1,5 лет, а всего это было 2 года назад, когда я зарегистрировалась в этой организации, то есть уже 2 года украинцы получают там помощь благодаря мне. Я очень довольна. Ай-яй-яй. Мы с тобой гуляем? Там папа наш. Папа. Где? Пойдем к папе. Пойдем. Мои дети гуляют, да. А я записываю видео. Это нормально. Это нормально, знаете, когда женщина может уделить себе какое-то время. Не будьте эгоистами. Женщина имеет право хотя бы 2 часа в день потратить на себя. Правильно же? Вы ведь же понимаете, что мы все живые люди, да? Вот. А я совмещаю приятное с полезным. Мои дети дышат воздухом, они гуляют. Они под присмотром 2-го родителя взрослого. И это нормально. Ничего в этом плохого нет. Просто размышляйте над этим. Так вот, очень здорово было мне получать эти продукты для нашей семьи. Это была огромная помощь, огромная экономия семейного бюджета. Я, кстати, ранее уже, когда я была беременная Давидом, вот, кстати, наш малыш Давид, какой он уже подросший. Когда я была беременная Давидом, я рассказывала, что мы стараемся не покупать детские вещи, потому что в Швеции очень много детских вещей отдают в идеальном состоянии. Я действительно вам говорю о том, что семья большая, и нужно было думать не просто о том, чтобы выглядеть идеально, там, не знаю, в глазах каких-то родителей или просто... Ну, зачем тратить такие деньги, покупать вещи, если можно взять, постирать, просто прогладить, я не знаю, прокипятить, если хотите. Вот мы гуляем со своими детьми сейчас, и я рассказываю вам о том, что это было просто необходимостью, когда мы приехали в Швецию, и просто это, знаете, как называется? Это называется выживание. И мы выживали. Наша семья нуждалась в том, чтобы находить какие-то решения проблем, и мы их успешно находили и успешно реализовывали. Мы выживали, нам приходилось искать какие-то варианты решений, и они были успешно найдены и применены в нашу жизнь, потому что у нас была очень сложная ситуация, когда мы только переехали в Швецию. Это были маленькие пособия, это была необходимость в том, чтобы найти какие-то варианты решений. И мы успешно находили эти варианты решений, применяли их в свою жизнь и помогали другим людям. Я считаю, что это не стыдно, это нормально. В Швеции все очень борются за то, чтобы... Вообще любые вещи жили очень долго, и так же самое и одежда, и обувь, и все остальное. Особенно если это детские вещи, вы знаете, что дети в раннем возрасте, после рождения, особенно до 2 лет, очень мало носят одежду. Эта одежда сохраняется в идеальном состоянии. Почему бы не взять эту одежду за какую-то минимальную плату или же просто бесплатно? Сейчас все цветет, и у меня жутко чешется нос, я даже не знаю почему. У меня, наверное, аллергия на что-то. У меня нос красный просто. Я не могу, он раздирается. Поэтому, конечно, когда я чешу нос в видео, это обязательно я вру. Ни о чем другом даже не думайте. Так вот, да. Как вы думаете, что бы вы сделали на нашем месте? Вы бы отклоняли такие предложения, или бы вы все-таки решились волонтерить, как я волонтерила, и помогать своей семье, помогать своим детям и заботиться о них вот таким вот образом, который вам был доступен? Что бы вы сделали на моем месте? Вот напишите мне в комментариях, волонтерили бы вы или нет? Или вы жили на пособие, которое давало государство, и ничего больше не делали, как мне говорят, что я тунеядка и так далее, нужно идти работать, нужно там, в общем-то, шевелить булками и как-то заниматься чем-то, а не сидеть только на шее у государства. Напишите мне свое мнение. Смотрите, Вороне Бог послал кусочек сыра. Огромная коробка шампиньонов. Такая же огромная коробка редиски. Еще коробка зелени какой-то, похожей на петрушку.
Вот такенная. Салат, капуста. Тут даже не знаю, сколько килограмм. Килограмма, наверное, килограмм здесь. Больше. Мам. 1 килограмм. Ага, бибика. И здесь салат. Морковка, капуста. 500 грамм салата вот такого. Представляете? Иду, короче, сейчас. Стоит машина возле дома. И там дядечка возле машины стоит. Говорит, вы из Украины? Говорю, да. Подождите, говорит, сейчас я вам кое-что дам. Достает салат. Потом говорит, подождите, я вам еще редиску дам. А грибы любите? Я говорю, ой, да, очень. Он говорит, подождите, сейчас я вам дам. Дал грибов. Еще вот этот, короче, зелени. Я вообще в шоке. Он говорит, я помогаю украинцам. Вот так вот. Просто на ровном месте Бог послал мне. Малина не казалось. Молодец, сынок. Жуй хорошо. Жуй хорошо зубками. Не балуйся, жуй хорошо, красиво. Молодец, сынок. Вы все ананасы затяпаете? Приехал человек, цветную капусту. Вот это сейчас поделим пополам с одной женщиной. Снова приехал мужчина, этот зеленый лук. В этот раз привез. В морозилку закинул. Смотрите. Тако. Помидорчики, зеленушка, лучок. Что-то еще здесь. Вот цвета вот такого. Две упаковки. По 500 грамм, килограмм соли. Смотрите, брокколи привез. Огроменную коробочку брокколи. Вот такой салат. Полкилограмма капуста. Другой салат килограммовый. Вот такой пакет. Вот такой салат привез. Килограмм салата. Морковки килограмм нашинкованные. Пол пакета бананов. И стоит, мне кланяется в ноги, говорит, спаси Господи, спаси Господи. Ну, я вообще, не знаю, мне так неудобно перед ним. Я ему голубчиков дала своих. Смотрите. Еще баклажанов. Тут килограмма 1,5, наверное, мы поделили пополам с матушкой. Огромная коробка. Баклажаны нарезанные. И тыква. Почищенная уже. Даже не знаю, здесь, наверное, килограмма 3. Очень много. Честно, даже не знаю, сколько. Ого, 5 килограмм. 5 килограмм тыквы. Уже почищенные. Представляете? Я просто в шоке. Просто в шоке. Я еле вот это все пру. Смотрите. И Русланчик помогает. І повна тележка продуктів. Знову приїхав цей чоловік, привіз. Подивіться, це, мабуть, кілограма 2 тут фруктового салату. І ананаси там, і чого тільки нема. І... виглядає дуже смачно. Апельсини, мандарини, мабуть, яблука, виноград. Не знаю, що. Зараз будемо їсти. Ось такий салат з огірочками, з перчиком. Ось такий. Ось такий. Кукурудзу привіз 4 штучки. Такого салату, листочку. Такого салату, подивіться. Я кажу, якби ми були дуже погані, то Боженька нам би не посилав таких людей, дуже хороших. Подивіться, зелена цибуля. Скільки багато всього. Минулий раз привіз, я поділилась з сусідами. Тому мені і нам Боженька і дає. Бо ми з чоловіком отакі гнилі, як ви кажете. Подивіться. Тут, мабуть, кілограма 2, дуже багато.
ось такого салату. Тут теж огірочки, перчик. Ну, ви бачите, в общем-то, цей помідорка. Отак, дуже дякуємо. Дай Боже, того самого найкращого. Отак от. Отак от. И грибы еще, шампиньоны. Поделили пополам с батюшкой. Смотрите, полпакета здоровенного, короче. Вот так вот, столько всего. А це вже знов приїхав цей чоловік, і мене не було вдома, і забрав син батюшки в нього, і потім приніс мені оце. Я в шоці просто, скільки всього.